Ребят, всем привет! Весной менял колеса и заодно, как обычно, почистил тормоза на своей машине после зимы. Только сейчас дошли руки выложить этот ролик, поэтому, может быть, кому-то будет интересно его посмотреть. В общем, переходим от слов к делу, разбираем и снимаем суппорт. Кстати, на мой взгляд, такая процедура, если ее делать хотя бы раз в год, помогает продлить срок службы тормозных колодок и дисков, а также обеспечить их равномерный износ и отсутствие проблем с накатом у автомобиля по причине заклинивания тормозных колодок. Сняв суппорт, кладем или подвешиваем его таким образом, чтобы он не висел на тормозном шланге. Затем извлекаем внешнюю колодку. Как видите, дренажный пропил или тормозозор, тут уже как кто хочет называть эту канавку, забит грязью, которую необходимо будет удалить. Далее я пытаюсь достать внутреннюю колодку, у меня она немного закисла и руками ее извлечь не представляется возможным. Поэтому беру плоскую отвертку и максимально аккуратно, стараясь не повредить фрикционный материал, подковыриваю и извлекаю колодку. Здесь та же картина, пропил забит грязью, надо чистить. Следом демонтирую нижнюю противоскрипную пластину. Она тоже за зиму нахваталась грязи, и в принципе ее тоже надо будет почистить в тех местах, где у нас ходят колодки. Далее снимаем вторую противоскрипную пластину. Картина здесь аналогичная, то же самое надо чистить вот в этих местах. Далее проверяю направляющие суппорта. Передвигая их, убеждаюсь, что они ходят взад-вперед свободно, без подклиниваний и заеданий. Одновременно с этим осматриваю пыльники на предмет трещин и дырок. Затем очистителем тормозов смываю грязь и остатки смазки со скобы суппорта в местах установки противоскрипных пластин. Для большей эффективности тщательно протираю эти места тряпкой. Дальше беру стальную щетку и тщательно очищаю ржавчину до металла. Если коррозия довольно сильная, то можно в принципе в этих местах слегка, без фанатизма, пройтись предварительно напильником или надфилем. Но тут еще все довольно неплохо, и поэтому я решил обойтись только щеткой. Затем аналогичным образом чищу снятые противоскрипные пластины. После чистки они имеют такой вот вид. Полировать их до зеркального блеска особого смысла нет, но грязь и остатки смазки необходимо тщательно удалить. Колодки после чистки выглядят примерно так. Кстати, это колодки Ремза, они стоят на передней оси моего Спортейджа, и после установки вместе с дисками они прошли около 17 тысяч. Износ, как видите, у них еще в районе где-то 50%, так что я думаю, 1015 они пройдут еще точно. Ну а что касается тормозных дисков, то здесь установлены диски ТРВ, износ у них практически отсутствует. Вот так эти диски выглядели сразу после установки на автомобиль. Ну а как выглядит сейчас, видно на самом видео. Далее я беру медную смазку и ватную палочку и тонким слоем наношу смазку на скобу суппорта в местах прилегания противоскрипных пластин. Делается это для того, чтобы замедлить образование коррозии в этих местах и, соответственно, уменьшить вероятность подклинивания тормозных колодок, так как ржавчина, которая образуется на скобе, будет приподнимать нашу пластину, и та, соответственно, будет воздействовать на ребро колодки, не давая ей свободно перемещаться по направляющему желобку. Смазав указанные места, беру ранее очищенные противоскрипные пластины и устанавливаю их на место. Потом опять беру медную смазку и таким же образом наношу тонким слоем смазку на торцы колодок. Повторюсь, здесь задача смазать направляющий паз и сами ребра колодки не стоит. Поэтому смазку наношу тонким слоем, без фанатизма, только лишь с целью защитить от коррозии металлические элементы колодки. Некоторые, я знаю, еще смазывают сам направляющий желобок противоскрипной пластины для того, чтобы колодка легче скользила. Но я как-то скептически отношусь к этому мероприятию, потому что мне кажется, вот смазка как раз таки в этих местах,
она, наверное, играет более такую негативную роль, чем положительную, потому что все-таки это смазка, к ней липнет пыль, к ней липнет грязь и так далее. А я, повторюсь, еще раз, делаю эту процедуру только лишь для того, чтобы как-то замедлить коррозию вот в этих местах, потому что на ребре колодки краска, как правило, облазит и потом начинает активно появляться ржавчина. Поэтому я просто как бы в целях того, чтобы защитить вот это место от образования ржавчины, покрываю таким вот легким налетом медной смазки. В общем, смазав торцы колодок, устанавливаю их на свои штатные места. Далее собираю суппорт и возвращаю колесо на место. В принципе, по времени на все суппорта по кругу у меня уходит где-то час-полтора. Делаю я эту процедуру 2 раза в год при сезонной замене колес. Результат от такого обслуживания вы, в принципе, видели в видео, что колодки, что диски находятся в хорошем состоянии. Машина эффективно тормозит и, как следствие, имеет неплохой накат. Америки, по большому счету, в этом видео я не открыл, но считаю и повторюсь, что мне кажется, что эту процедуру, в принципе, необходимо делать на любом авто хотя бы раз в год. Кстати, вот еще раз хочу обратить ваше внимание на состояние тормозных дисков. В принципе, какие-то пропилы, волны на диске отсутствуют, он реально ровный и гладенький, что опять-таки говорит о том, что связка диски ТРВ и колодки ремза работают отлично, по крайней мере у меня. Ну, как я уже говорил в одном из своих роликов, теперь я приобрел из желания сэкономить китайские диски, попробую их установить на машину и посмотреть, как будут ходить они. Есть, конечно, небольшие опасения по этому поводу, но в целом я все-таки рассчитываю, что все будет, в принципе, хорошо. И стоять они, в принципе, будут на задней оси автомобиля, поэтому здесь не так критически важно, скажем так, их высочайшее качество. Ну и с другой стороны, все-таки цена в 2 раза дешевле, это, наверное, основной фактор, почему я их выбрал. В общем, установки этих дисков и всему тому, что там сопутствует этой установке, то есть я еще там переберу механизм ручника, я посвящу отдельное видео. Когда оно выйдет, ну тут я не могу сказать, скорее всего в конце лета, потому что в принципе у меня там еще и колодки не совсем износились, ручник еще в принципе функционирует и выполняет свои обязанности надлежащим образом, поэтому даже, честно говоря, не знаю, но ролик будет, это однозначно. Учитывая, что было куплено 2 комплекта этих дисков, я думаю, что первый ролик выйдет по Toyota Yaris, потому что там уже, в принципе, колодки подошли. Диски там будут ставиться на переднюю ось, поэтому в ближайшее время этот ролик выйдет. Соответственно, рекомендую подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. И далее будем вместе наблюдать, как эксплуатируются китайские диски на 2 автомобилях. На этом у меня на сегодня все. До новых встреч. Всем пока.